В этом видео мы поговорим про женский вагинальный оргазм. И не говорите, что его не существует. Мы развеем этот миф. Мы расскажем о том, почему у женщины нет вагинальных оргазмов и что делать мужчине, если его женщина не оргазмична. В этом нам сегодня помогут кокосы, карточный домик, который я долго строил специально для вас, для наших любимых подписчиков. Ну и давай, любимая, с тобой чокнемся кокосовой водичкой. Смотрите это видео до конца и ставьте нам жирные 2 лайка, потому что у нас двое. Поехали! С вами тета-сексологи Сергей и Елена Алтушкины. А это значит, что мы работаем и с телом, и с подсознанием одновременно, что дает стопроцентный результат как в отношениях, в сексе, так и в жизни в целом. Главное, что мы практики и семейная пара. То, о чем мы рассказываем, мы сами применили в своей жизни. И поэтому у нас есть стопроцентная гарантия, что наши клиенты также получают оргазмы. Это реально. И давайте сразу договоримся, что вы не будете нам писать, говорить, что вагинального оргазма не существует. Это всего лишь миф, такой же, как когда-то в древности люди считали, что Земля находится на 3 китах. Ну да. А потом оказалось, что Земля круглая. До встречи с Сережей у меня была знакомая девушка, сексолог. И она утверждала, что вагинальных оргазмов не существует. И когда я узнала о сквирте от тебя, я ее спросила, что она об этом думает. И она сказала, что сквирт — это недержание мочи. Вот такое мнение. Кстати, я вот сразу хочу добавить, что если делать неправильную технику сквирта, то парауретральная жидкость как раз уходит обратно в мочевой пузырь. И потом, когда делают вот эти эксперименты, все говорят, что это моча. Просто парауретральная жидкость не вышла наружу, а она обратно ушла. Из-за того, что пальцы просто неправильно поставили. Но это в других видео. Обязательно смотрите мои видео по сквирту. И обучающие уроки тоже приобретайте. Ну а сейчас к вагинальному оргазму. И когда уже мы с Сережей были в отношениях, я задумалась, а почему же та девушка вот пропагандировала такие теории? И понаблюдав за ней, я поняла, что у нее нет отношений. И у нее их не было очень давно. То есть она одинокая. Соответственно, у нее не было секса регулярного. Ну и, конечно же, у нее не было оргазмов. И в ее ситуации у нее не было другого просто выхода и выбора, чтобы просто заявлять, что этого не существует. Вместо того, чтобы раскрывать свою оргазмичность, а чтобы ее раскрывать, нужно сначала найти мужчину. Вот, а это бывает сделать не так просто. Вот, поэтому просто заявить, что ничего не существует, и поэтому ни к чему не надо стремиться. Но, между прочим, мужчинам тоже некоторым выгодно считать, ну я бы даже сказал многим, что оргазмов не существует вагинальных. Они даже об этом не хотят знать, потому что если бы все женщины в мире стали оргазмичными, то мужчинам пришлось бы много в них вкладываться. Потому что оргазмичная женщина требует к себе большего внимания. У нее уже более высокие требования. Она уже не хочет встречаться с неграмотным партнером, который ничего не умеет делать. Да, и она уже не захочет довольствоваться абы каким сексом без оргазмов. А те мужчины, которые любят просто тупо полежать на диване и ленивые, не хотят проявлять свою любовь к женщине, им выгодно считать, что никаких оргазмов нет, и они даже вообще об этом не заморачиваются, чтобы женщина что-то испытывала. Они просто кончают, сливают сперму и все, и засыпают. И от этого многие женщины страдают, но мы за то, чтобы и мужчина, и женщина оба получали удовольствие от своей совместной сексуальной жизни. Поэтому, прежде чем слушать какого-либо сексолога, посмотрите, а есть ли у него отношения, а есть ли у него семья, замужем ли эта девушка или женат ли этот мужчина, и то, чему он вас учит, он применяет в своей жизни или нет. Бытует мнение о том, что в женском влагалище нет нервных клеток, поэтому женщина ничего не чувствует во время секса. Что якобы только в клиторе есть нервное окончание, а влагалище нет. Сейчас я сделаю важное уточнение.
о том, что на самом деле в женском влагалище есть нервные окончания, но они сконцентрированы в определенных эрогенных точках. Да, их, конечно, меньше, чем в клиторе, но здесь вопрос в другом. Вопрос в рецепторах клетках, в рецепторах этих окончаний. То, что в каждой клетке есть как открытые рецепторы, так и закрытые. И наша задача, как опытных сексологов, уметь открыть рецепторы на удовольствие у женщины и закрыть на боль. И мы это делаем через работу с подсознанием. У нас есть специальные техники, которые позволяют раскрывать рецепторы на чувственность, на оргазмичность. И если женщина испытывает боль во время секса, то рецепторы на боль можно закрыть. Но на самом деле организм человека очень умный и умеет открывать и закрывать рецепторы, когда это необходимо. Например, во время родов рецепторы на удовольствие закрываются, а во время секса с любимым человеком открываются. Но бывают поломки, когда этого не происходит, и в таком случае помогает работа с подсознанием. И есть причины, которые блокируют возможность достигать женщины вагинального оргазма. Первые причины – это физические. Это когда эрогенные точки внутри влагалища закрыты, забыты давно, как старый заброшенный колодец где-то в дремучей деревне, который уже зарос бурьяном. То есть эти точки либо никогда вообще не активировались, либо просто женщина вообще про них забыла. И ее влагалище, по сути, превратилось в старый колодец забытый, который уже давно пересох. Давайте я вам покажу сейчас на кокосе. Вот смотрите, вот эта корка кокоса, она сухая. Это когда у женщины мало вагинальной смазки. Какая причина? Если женщина испытывает стресс, мозг контролирует тело и дает сигнал, чтобы мышцы тазового дна и мышцы вокруг половых органов, они сжимались, они передавливают нервное волокно. Тут получается плохая иннервация половых органов, мышцы передавливают нервы и мало вырабатывается смазки. И получается, влагалище женщины становится сухим, и тогда женщина испытывает дискомфорт и боль. Да, и у нее снижается чувствительность, то есть напряженность в ее теле, она создает напряженность во влагалище, и, соответственно, все там пересыхает, как в колодце, и, конечно, тут ни о каких оргазмах речи быть не может. И вот влагалище, оно становится твердым. То есть на ощупь, когда делаешь вагинальный массаж или техники, то ты чувствуешь, что влагалище прям твердое. Это плохой признак. Задача, чтобы в женском влагалище выработалось много смазки. И, кстати, бывают разные виды смазки. Первый вид смазки выделяется благодаря плазме, которая просачивается через стенки влагалища. И вот сразу скажу, что у женщины в любом возрасте на самом деле может быть достаточное количество своей естественной смазки. Для этого женщине нужно быть в расслабленном, гармоничном состоянии. То есть выходить из стресса, убирать напряжение в теле. Вот это все доступно и легко, без каких-либо вмешательств, медикаментов. Понятно, что в секс-шопах продается куча искусственной смазки, но задача сделать так, чтобы у женщины вырабатывалась своя естественная смазка, и это будет для ее здоровья полезнее. Я помню, один раз ко мне обратилась девушка, клиентка, и она рассказала о том, что она испытывает дискомфорт и боль во время полового акта. И она пошла с этим вопросом к гинекологу. И гинеколог ей, конечно же, назначил какую-то мазь аптечную, чтобы она смазывала себе влагалище, и порекомендовал использовать смазку. Да, это, конечно же, замечательно, но здесь важно понять самое главное, что смазка, она не поможет женщине испытать оргазм. Да, она смажет ей влагалище для того, чтобы член более легко входил. Мужчина сможет получить удовольствие, мужчина сможет испытать оргазм. Но женщина оргазм от этого не испытает. То есть задача каждой женщины достичь такого состояния, чтобы у нее была естественная смазка. Это первый шаг к оргазму. Да, я сейчас вернусь. Есть
второй вид смазки, который вырабатывается благодаря бартолиновым железам. Они находятся снаружи, внизу, у входа в влагалище. И там есть такие маленькие отверстия. И если у женщины происходит мышечный спазм от стресса, то эти мышцы напрягаются, и смазка также не входит. И, соответственно, у входа во влагалище тоже все сухо, и туда просто не может войти член. А если входит, то с большой болью. И еще один крутой вид смазки – это цервикальная слизь, которая выходит перед овуляцией. Это очень крутая слизь, которую не нужно мужчинам бояться, если он случайно увидит на трусиках женщины или перед половым актом. Наоборот, она создает благоприятную атмосферу для секса и для члена внутри. Кстати, вот эта слизь, она имеет разную консистенцию. За несколько дней до овуляции она более густая такая, но чем ближе к овуляции, она становится более жидкой и приятная. Сейчас, наверное, девушки удивятся, а кто-нибудь будет хейтить и говорить, откуда же мужчине знать про то, какая у женщины смазка перед овуляцией. Вот откуда ты все это знаешь? Благодаря тому, что ты есть у меня, и мы даем друг другу обратную связь и об этом общаемся. И девушкам нужно уметь не только в своем кругу об этом общаться, только с подружками, да, и с гинекологом, но и с своим любимым мужчиной. Нужно уметь раскрываться. Но ты же не только из моих рассказов это все знаешь. Конечно. Давай я сейчас вот эту водичку кокосовую вылью и покажу вот здесь на камеру, что видите, тут все очень влажное, и стенки влагалища должны быть именно вот такие увлажненные. И, например, девушка может своим пальчиком просто взять и проверить, насколько там все. А мужчина не может своим пальчиком проверить? Конечно, можно, но главное, чтобы он был чистым, чтобы у мужчины был маникюр, чтобы он ей там ничего не повредил. К одному из наших прошлых видео одна девушка написала комментарий: почему вы не говорите про гигиену? Невозможно все уместить в одно видео. Да. Мы, конечно, об этом говорим, и перед тем, как к нам клиент приходит на живое обучение, мы, можно сказать, им, ну, не то что заставляем, но настоятельно говорим о том, что должен быть обязательно мужской маникюр. Без маникюра мы не обучаем. Ну а еще хочется сказать, что мы записываем наши видео, и мы обучаем осознанных людей и адекватных людей. И я считаю, что каждый воспитанный человек, он уже знает про гигиену и должен понимать, что прежде чем заниматься сексом, нужно подмыть свои половые органы и руки помыть в первую очередь, прежде чем прикасаться к своему партнеру. Я считаю, любой уважающий себя человек будет это делать без лишних напоминаний. Мы продолжаем говорить про вагинальный оргазм. Конечно же, некоторым его сложнее испытать, чем клиторальный. А про клиторальный оргазм и про его секреты мы уже говорили в предыдущих видео. Я прикрепляю ссылки внизу в описании к этому видео. Обязательно смотрите наши эти выпуски. Причины могут крыться как в мужчине, так и в женщине. Оба партнеры могут влиять на достижение женщиной вагинального оргазма. Как-то раз ко мне обратилась клиентка с запросом, что она не может испытать вагинальный оргазм. Она была осознанная, она обратилась сразу ко мне на тет-сессию, она понимала, что что-то нездоровое происходит в ее голове, что стресс мешает ей расслабиться, но она просто не может раскрепоститься с мужчиной, довериться ему. И когда я стал ее сканировать в тета-медитации, я сразу увидел, что помимо поверхностного страха, у нее есть более глубинные страхи, которые необходимо убрать. То есть работа со страхами, она всегда заключается в том, чтобы убрать корневой страх. И вот покажи, Лен, где вот на этом карточном домике находится поверхностный страх и глубинный. Ну, я хочу добавить, что вообще работа с убеждениями – это всегда достаточно глубокая работа. Убеждения не существуют по одному, убеждения обычно существуют всегда целыми системами. И вот здесь, в этом карточном домике, мы обозначили такую систему убеждений. Если брать, например, страх, вот у этой девушки поверхностный страх был страх испытать оргазм. Страх испытать оргазм. И это всего лишь поверхностный страх. И если бы она с этим страхом, например, пошла к психологу или к психотерапевту, то они бы с этим страхом работали бы вечность. Она бы так оргазмов и не испытала, потому что вот этот страх, он лежит на поверхности, если его отсюда снять, ничего не изменится. Эта система убеждений как стояла, так и будет стоять в ее подсознании. Вот. Под этим убеждением
было другое убеждение, был другой страх. Был страх мужчин. Вот он примерно находится на втором ярусе. Но важно понимать, что вот этот домик, он может быть не только из 3 ярусов, он иногда бывает из 15, из 20 ярусов. И мы вот так вот выкапываем один страх из-под другого. И вот самый глубинный страх оказался... Вообще страх дьявола. Она боялась, что если она испытает с мужчиной оргазм, то в нее вселится дьявол, и она станет темной сущностью, что она никогда не соединится с Творцом и никогда больше не будет чувствовать безусловную любовь. А откуда у нее взялся этот страх? Там была история с ее бабушкой. С самого детства эту девушку бабушка стращала о том, что нужно быть скромной, порядочной, нельзя быть развратной, нельзя говорить о сексе, что это все богохульство, что это все стыд, срам, что это грех, что секс и оргазмы это прихоть дьявола, и что если ты будешь этим заниматься, то в тебя просто вселится дьявол. И вот девушка этот страх привнесла в свою взрослую жизнь и блокировала свои оргазмы. Но после того, как этот страх был удален из ее подсознания... То есть корневой страх, он должен был быть удален. Как это происходит? Видите, мы устранили корневое убеждение, и вся система убеждений рухнула. То есть поверхностный страх, он ушел. И так происходит на нашей каждой ТТ-сессии. Когда мы за одну сессию можем убрать целую систему ограничивающих убеждений, где может быть и 10, и 20, и 100, и даже 1000 убеждений. И все это мы делаем за одну сессию. Слушай, Лена, а у меня вот к тебе вопрос. Много таких случаев, когда мужчина хочет развиваться в отношениях, и чтобы женщина его стала оргазмичной, а женщина вообще ничего не хочет. Она не хочет не экспериментировать в сексе, не получать новые какие-то удовольствия. Ей просто все равно. Мужчина хотел, чтобы женщина проработала свое подсознание, вот убрала эти страхи, она не хочет. Может ли он вообще как-то сделать так, чтобы она стала оргазмичной? Ну, конечно, может. Здесь нужно вспомнить самое простое правило, что подобное притягивается к подобному. То есть, если в жизни мужчины появилась женщина, которая не может испытывать оргазм, значит, в нем в самом есть эта причина. Почему рядом с ним, почему его женщина не может испытывать оргазм. И такой мужчина может проработать свое подсознание так, чтобы его женщина начала испытывать оргазмы. И у нас были такие случаи. И вот буквально недавно я знаю, что к тебе обращался клиент. Он обратился с проблемой, что его жена не испытывает с ним оргазмы, ну и вагинальный оргазм тоже не испытывает. И я стал его сканировать и увидел в его подсознании, не в ее, казалось бы, да, у нее проблема, и все думают, что она такая какая-то не деструктивная, какая-то дефективная. Оказалось, что у него есть убеждения, которые звучали, что я опасен для женщин, что женщины для меня враги, что и я враг для женщин, и что мне нужно конкурировать с женщинами и бороться с ними. То есть вот эти 3 такие серьезные убеждения, которые ему мешали. А чем они ему мешали? Женщина не могла рядом с ним расслабиться, потому что подсознательно была борьба. Как можно вообще с врагом расслабиться? Да. Если рядом с тобой подсознательно враг, то нужно напрячься и быть готовым к атаке. И отразить эту атаку. О каких оргазмах здесь может быть речь? Да, и ты еще рассказывал, что когда ты мужчине озвучивал все вот эти его убеждения, что он тебе на это сказал? Он сказал: да ты что, у меня такого не было. Но он сначала как-то оправдывался, но он боялся вообще в этом признаться. Он говорил, что так-то я люблю женщин, так-то я хочу с ними ладить. А потом он вспомнил, что на работе он вообще устранил от себя всех женщин. То есть когда-то они с ним были, но он их поувольнял. И он вообще перестал к себе на работу брать и нанимать женщин, элементарно даже просто уборщиц. Что у него только стали уборщики, только мужчины. Ну, в его бизнесе. Он потом осознал, что он просто всех женщин стал убирать из своей жизни. Так или иначе, вот этот клиент, он хотел отношений, он хотел развития с этой женщиной. Потому что на уровне души они были пожизненно совместимыми партнерами. Но эта тема уже отдельная. Это тема
отношений на уровне души с женщиной. Вот. А здесь, после того, как мы убрали вот эти ограничивающие убеждения, мы ему на освобожденное место загрузили позитивные о том, что он безопасен для женщины, что женщины для него лучшие друзья, что он знает, как позволить женщине с ним раскрепоститься, расслабиться, доверить, открыться. И после этого, через неделю, его женщина уже стала испытывать с ним оргазмы, и у них произошло вот такое сближение на уровне души и тела. Он мне был очень признателен, благодарен. И я хочу, чтобы больше стало счастливых семейных пар. И подводя итоги, скажем, что для того, чтобы женщина испытывала вагинальный оргазм, необходимо убрать полностью стресс из ее жизни. И мы дадим сейчас рекомендацию мужчинам. Если, допустим, стресс, он связан как-то с работой, с каким-то женским окружением, может быть, с ее семьей, с ее родными, вот что может сделать мужчина, не прикладывая каких-то особых усилий для того, чтобы помочь женщине выйти из стресса? Ну, элементарно. Сейчас я вам даю задание. Мужчине необходимо создать новую атмосферу для женщины. Можно просто вывести ее в новое место. Например, за город. Отвезти ее в загородный отель. На природу. В лес. На спа. На массаж. Если даже нет возможности, то можно просто вывести ее в соседний город и уже сменить обстановку. Тогда у девушки включатся новые нейронные связи. Она сможет отвлечься от работы, от рутины, от дел, которые ее окружают каждый день. И таким образом она сможет переключиться на новое, другое дело. Особенно это полезно делать людям, которые долго находятся в отношениях, много лет в браке, когда рутина уже захватывает, захлестывает, и иногда кажется, что уже нет никакого выхода. Самый простой выход – это сменить обстановку. То есть важно помочь женщине снять вот это напряжение с тела, напряжение с ума. Вот, и это очень хорошая рекомендация, мне это всегда помогает. То есть, когда у меня начинает появляться напряжение, то просто Сережа берет и меня куда-нибудь увозит. То есть, конечно, можно поехать в отпуск в другую страну, можно поехать в спа-отель загородный, но если нет вообще никаких возможностей, то самое простейшее — это можно снять отель в городе, либо просто попросить друзей освободить квартиру на несколько часов и заехать к ним в гости. То есть все что угодно, чтобы сменить обстановку, чтобы расслабить женский ум. А мы еще с Линой, помимо того, что выезжаем в загородные отели, мы ходим на совместные мастер-классы. Мы вот были в гончарной мастерской, где вместе лепили посуду. Мы сделали вазы и горшочек, в который мы теперь ставим цветы, украшения. Еще салатник. Да, прям хочется так показать, что мы делали вместе. А также мы с Леной еще ходили на резьбу по дереву. Это тоже очень было увлекательно. Мы полностью погружались в процесс, и из нашей головы полностью уходили мысли. Таким образом мы сближались друг с другом, и у нас остались красивые поделки. Поэтому, друзья, желаем вам развиваться в своих отношениях, раскрываться друг перед другом. И, конечно же, мы вам желаем ярких вагинальных оргазмов.